Привет, мы в гостях у Алекса Пленингера из Skin Association и будем обозревать самый клевый и самый последний крутой компьютер Atari Falcon. Мало кто знает, что такое Atari Falcon, все знают Atari ST. Компьютер очень популярный, который выпускался много лет подряд на процессоре 68000, а потом Atari внезапно выпустили Atari Falcon на процессоре 68030, пропустив 6820 процессора. Это был такой резкий скачок, как если бы IBM PC после 286-го процессора сразу выпустили модели бы на 486-м, пропустив 386-й. Интерфейс питания я описывать не буду, это стандартный евроразъем. Здесь имеется кнопочка Reset. Скажу по правде, я пользовался этой кнопкой за все время, наверное, может быть, раза 2 или 3, что говорит в пользу надежности операционной системы и вообще доказывает правильность парадигмы, когда операционная система прошита в роме. Далее у нас совершенно проприетарный LAN. У меня нет к нему никакого адаптера, говорят, что он существует, но в сферу моих интересов никогда не входило подключение в какую-то локальную сеть. Далее следует обычный компорт модем. Ну вот это стандартный принтер-порт LPT, настоящий нормальный 8-битный LPT. Далее у нас идет выход, то, что называется RF, Radio Frequency. Телевизионный выход, который позволяет подключать телевизор по ВЧ-каналу. Дальше у нас идет проприетарный монитор. Но есть переходники, у меня такой переходник есть, который позволяет подключать сюда VGA, SCART и даже монохром. SCSI никогда не использовал, но уверен, что здесь все с этим нормально. Несколько слов о SCSI и почему это так интересно в данном компьютере. SCSI интерфейс был стандартом многие годы в профессиональных машинах, использовался для передачи больших массивов данных, для сохранения, для обработки этих данных, да, шинный интерфейс. Вот. А здесь это интересно, потому что с точки зрения мультимедиа мы к этому компьютеру можем подключить классические сэмплеры, типа Akai S-серии, Roland серии... Так, у них тоже S-серия была, да, Roland тоже S-серия. Мы можем подключить сюда эмулятор, Kurzweil и так далее. Ну, все профессиональные устройства того времени и любой WAV-файл в любой программе, которая способна WAV-файлы обрабатывать и загружать, может быть послан по SCSI в ваш сэмплер. На самом деле это очень-очень удобно. Ну, сейчас может немножко архаично выглядеть, но для того времени это было совершенно невероятно. То есть вам не нужно засовывать дискеты, вы просто ставите Falcon, ставите сэмплер, и у вас с очень большой скоростью, даже по сегодняшним меркам, достаточно шустро данные летали туда и обратно. Например, вы записали что-то в сэмплер, вам кажется, что нужно что-то со звуком сделать, подрезать его, а в сэмплере таких возможностей нет. Одним нажатием кнопки сэмпл прилетает в компьютер, обрабатывается, и также одним нажатием кнопки улетает из компьютера обратно в ваш сэмплер, готовый для музицирования. Далее у нас идет микрофонный вход, стерео, и выход на наушники, ну, естественно, также стерео. А вот это вот самое интересное внизу. Тут написано 3 волшебные буквы DSP. Это Digital Signal Processor. Дело в том, что компьютер этот отличается наличием внутри специального сигнального процессора. Он подключен к видеопамяти и подключен к обычной памяти. Это теоретически позволило бы разработчику при помощи мощности вот этого математического сопроцессора DSP обслуживать не только звук, но еще и видео. То есть теоретически на этом компе можно было бы делать какие-то видеоэффекты в реальном времени, пользуясь возможностями цифрового сигнального процессора. На свете существует 2 персональных компьютера, ну, по крайней мере, насколько я знаю, 2, где внутри на материнской плате стоит DSP штатно. Это вот этот самый Atari Falcon, и это одна из версий Next. Если его повернуть и посмотреть с этой стороны, ну, здесь ничего интересного, здесь просто дисковод. Вот тут вот, спереди и снизу, очень оригинальное решение. Здесь можно подключить либо 2 джойстика, либо джойстик и мышь. А это просто 2 джойстик-порта. И порт, в который можно было вставлять всякие картриджи расширения или донглы защитные. Вот здесь вот MIDI-вход и MIDI-выход. На самом деле Atari был первым персональным компьютером, у которого было аппаратно реализовано MIDI. Что значит аппаратно в данном случае? Это значит, что вот для того, чтобы вот эти MIDI-порты обслужить, и еще 4 MIDI-порта вот здесь вот на этом разъеме дополнительно, для этого вот тут вот стоит здоровенный мотороловский проц специальный, который занимается только MIDI и больше ничем. Это так повелось еще с ST-серии, с ST5020, с ST1040. Вот и перекочевало в Falcon. Так что этот компьютер на самом деле уникален, потому что этот процессор в какой-то мере нивелирует те огрехи, которые очень свойственны низкоскоростным последовательным интерфейсам типа MIDI.
К этому замечательному компьютеру было выпущено не так уж и много профессионального периферийного оборудования. И, конечно же, не все у меня есть. Но поскольку я человек, имеющий некоторое отношение к музыке, к ее написанию, ну и последующей обработке тоже, я решил купить самое удивительное, на мой взгляд, что к нему делалось. Это вот набор из вот этих вот 3 железок. Вот. Сейчас я расскажу о каждой в отдельности. В принципе, они представляют собой общий комплекс, соединяемый через специальную DSP-шную шину, которую я показывал. Вот это вот, например, это 8 аналоговых выходов. Вот эта железка – это цифровой вход-выход. Коаксиальный и цифровой вход-выход оптический. Причем интересно, что она маркирована не саундпулом, а Штайнбергом. Он купил лицензию и выпускал эту железку под своим именем в самом начале 90-х. А вот эта удивительная коробочка, она представляет собой ADAT-интерфейс, то есть 8 каналов туда, 8 каналов обратно, для программы, которую написала вот эта самая фирма Soundpool. Она называлась SoundTracker, точнее это даже не программа, а целый комплекс программ. По-моему, штук 5 разных, в том числе и мультитрекер 8-канальный, который позволял записывать и воспроизводить 8 дорог одновременно в дуплексе. Все это оборудование у меня есть, программное обеспечение есть, защищено оно было донглом. Ну, донгл я показывать, наверное, не буду, это просто такая маленькая штучка, напоминающая игровой картридж. Если ее не вставить, то программа просто не запустится. Пока компьютер будет сканировать память, там их целых 14 мегабайт памяти, вот, требуется некоторое время, я скажу, что я подключил сюда вот этот вот цифровой интерфейс, продюсированный Штайнбергом, и он позволит нам запустить вот тот самый софт, который защищен донглом и который превращает этот компьютер в полноценную студию с возможностью записи и воспроизведения до 8 каналов одновременно. Обратите внимание, FDI-драйвер версии 1.0.2 – это как раз то, что позволяет системе опознавать на уровне стартапа наличие периферийного оборудования. Вот этих самых 3 железок, о которых я говорил. Ну а теперь попробуем запустить такую программу, как A-Track. Собственно говоря, это ядро вот этой самой студии, созданной Томасом Баумгартнером в 92-93 годах. Вот как выглядело тогдашнее программное обеспечение. Обратите внимание, она сканирует так называемый tape-файл. Tape-файл – это некий массив данных на жестком диске, который система опознает как ленту магнитофонную, допустим, на 8 дорожек. В данном случае мы видим только 2 канала, это понятно, потому что интерфейс, который сюда подключен, он двухканальный, то есть это оптический и коаксиальный стереовход, стереовыход. Оказывается, что когда-то, много лет назад, когда я тестировал это программное обеспечение, я даже что-то записал. И вот мы сейчас увидим это 2 файла, записанные, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, сколько лет назад. Вот, пожалуйста, он играет. Да. На самом деле программа, о ней можно много очень долго рассказывать. Она позволяет осуществлять миксинг, она позволяет накладывать эффекты, в частности эквализацию, отправлять на сенд. Сенд, кажется, может быть ревер и дилей в системе. И все это за счет вот этого самого DSP-процессора, который тут внутри. Вот еще один занимательный момент. Обратите внимание, что в меню среди аудиоимпортов есть Cubase импорт. Это очень интересный исторический факт, я бы даже сказал артефакт, потому что для этого компьютера Штайнберг создал специальную версию Cubase. Она называлась Cubase Audio, появилась она в 92-м, кажется, или 93-м году. Это очень задолго до того, как это появилось на Mac и на PC. Вот, фактически первый Cubase Audio был сделан для Atari Falcon, специально для этой платформы. Собственно говоря, именно поэтому вот эту самую железяку продюсировал Штайнберг. Falcon Digital Interface. Все остальные железяки, которые я показал до того, они также соединяются в цепочку и, собственно говоря, образуют вот эту самую студию, которая позволяет, как теперь оказалось, я сам это забыл, позволяет импортировать даже проекты из Cubase. Имея такой мощный DSP-процессор внутри компьютера, по тем временам мощный, конечно, грех было бы не обратиться к возможностям виртуального синтеза, к моделированию фильтров, к моделированию осцилляторов. И пара очень прикольных ребят эту идею осуществили. И вот появился совершенно потрясающий виртуальный аналоговый синтезатор, который называется ACE. Существует он в 2 версиях. ACE MIDI и просто ACE. Просто ACE, он не понимает MIDI-интерфейс, но у него есть встроенный трекер. Вполне себе нормальный, продвинутый.
А Ace MIDI, он наоборот трекера не имеет, зато прекрасно рулится по MIDI, все 16 MIDI-каналов с полноценной мультитембральностью. Максимальная полифония у синтезатора, она варьируется от сложности патча, поскольку ресурсы DSP можно использовать динамически. Я обычно ставлю на 8 голосов, это, в принципе, нормально, для того, чтобы просто руками играть. Интересен этот аппарат тем, что он может загружать в качестве осциллятора сэмпл. Ну, с такого размера, сколько у вас оперативной памяти, конечно же, в компьютере. Я это попробовал. Должен с удивлением заметить, что сэмплы почему-то потребляют примерно в 1,5 раза больше от DSP ресурсов, чем генерация форм волн самим математическим путем, да, самим DSP. Не знаю, до сих пор непонятно почему. Еще этот синтезатор интересен тем, что он гибридный, можно сказать. У него какая-то часть функций, медленных функций, например, огибающие, допустим, LFO, они выполняются на центральном процессоре, а все, что касается непосредственно обработки звука, то есть генерации звука, моделирования фильтров с резонансом, все-таки достаточно емкий процесс математический, это делается на DSP. Таким образом, синтезатор представляет собой двухпроцессорную систему. Это довольно интересно. На самом деле звук у аппарата на редкость глубокий, несмотря на достаточно древнее его происхождение. То есть это вполне конкурентно всякими новейшенами, нордлидами. Только не будем забывать, что произошло это немножко раньше, чем появление вот этой новой волны DSP-синтезаторов. 2 осциллятора с возможностью выбора формы волны, с возможностью FM, перемножения квадрантного, то есть так называемой ринг-модуляции, вот, XOR, ORA, то есть вычитание, да, уровней логических, и с очень интересным степ-модулятором. При помощи этого степ-модулятора можно делать прямо фактически секвенции внутри этой системы. А если комбинировать их с LFO, то можно получить еще и очень красивые мягкие изменения тональности. Это я покажу. Обратите внимание, мы слышим шаговые изменения. Они соответствуют шагам в степ-модуляторе. Вот еще какие-то странные переливы. Все эти звуки делал я. Дело в том, что если загрузить стандартный банк, то там вы услышите гораздо более привычные нашему уху звуки басов, лидов, пэдов, даже ударные инструменты синтезированные, что, кстати, говорит в пользу людей, писавших алгоритмы. Это моя попытка создать челло, но не знаю, насколько это челло, но что-то получилось. А это такой плаг. Некоторые звуки делались как спецэффекты, скорее больше, чем как звуки для игры. И они очень интересно звучат, на мой взгляд, по крайней мере. Совпадают с моей звуковой эстетикой. Смотрите, вот это очень интересный звук. Мало того, что он содержит секвенцию, он еще и транспонируется на значение, ну, примерно полутон, что позволяет использовать его как задающую ритмическую в композиции. А это такая берлинская школа секвенции, тоже по мотивам предыдущего сэмпла патча. Это перкуссионная часть. То есть я планировал, в принципе, композицию делать. Не люблю лиды, но пришлось что-то сделать. И вот мы загрузили Zero X. Фактически это что-то типа, можно назвать, предтечей SoundForge. Я даже вот могу издать звук. У меня тут был какой-то аудиофайл много лет назад сюда загружен. Вот, видите? Идет воспроизведение. Это огибающее, соответственно, волновой формы. На самом деле, это тот год, будем так говорить, это те года, когда был Windows 3.11, я бы сказал, глубокий такой Windows 3.11,
который представлял собой просто надстройку над DOS, я думаю, это многие помнят. И мне приходит на ум две системы, которые способны были на что-то подобное, стоили, примерно около $3000. Это была Turtle Beach 56K, такая 56К плата. На ней тоже стояла мотороловская DSP-шка. Она позволяла записывать и воспроизводить звук как в аналоге, так и в диджитал-домене. И там был редактор. Но вы знаете, я, конечно, понимаю, что на слово верить сложновато, но по сравнению с этим редактором, тот редактор был чудовищно уродливый. Вот. А вторая программа, которая была на PC, также сделанная фирмой Turtle Beach, она была сделана под более дешевую плату, стоимостью всего около $1200. Она называлась Turtle Beach Multisound. Известна она была тем и прославилась тем, что на ней стоял по договоренности с фирмой EMU чип, синтезатор Pro Tools 1 XR. Это была вторая система на PC, которая позволяла осуществлять запись аудиофайла, оцифровку его, дальнейшую обработку сигнала, и, собственно говоря, какие-то манипуляции, типа запись куда-то вовне, вывод данных из компьютера. Но, честно говоря, ничего подобного уровня в то время на PC и даже на Mac не было. Так что можно сказать, что Atari Falcon, он явился таким сильным пинком для всех остальных платформ, для дальнейшего развития своих каких-то инфраструктурных моментов, связанных с записью звука, воспроизведением, наличием кодеков встроенных, в материнские платы и так далее. Потому что в этом компьютере есть все для того, чтобы человек мог сесть и начать писать музыку, имея, конечно, соответствующее купленное лицензионное программное обеспечение. Ходили легенды о том, какие французы замечательные программисты, в кавычках. Но это как ни странно, программное обеспечение, несмотря на совершенно дурацкий интерфейс с собачками, какими-то птичками и так далее, он также представляет собой вполне себе профессиональный аудиоредактор. Я даже в доказательство воспроизведу звук. Тот самый сэмпл, который мы слушали в Zero X в предыдущем аудиоредакторе. И также, естественно, позволяет нам коннектиться по SCSI к чему угодно, как нам это нужно. И, в общем, представляет собой в любом случае профессиональное программное обеспечение. Вспомнил про один редактор, который называется Clarity. Clarity Falcon, точнее, называется. Так вот, у него есть одна очень странная опция, прямо очень странная. Если вы зайдете в меню MIDI-конфигурация, то здесь вы увидите способ передачи аудиоданных по MIDI, то есть так называемый MIDI Sample Dump. Кроме опции стандартного MIDI Sample Dump, вы еще найдете Sample Dump Profit 2000, что, собственно говоря, с моей точки зрения, как человека, разрабатывающего хардвер музыкальный и имеющего тоже какой-то бэкграунд в отношении синтезаторов, сэмплеров, я могу сказать, что это один из самых идиотических аппаратов за всю историю, потому что это очень мощный сэмплер с чудовищно неудобным интерфейсом в стиле Sequential Circuit, традиционный идиотский интерфейс. А главное, у этого сэмплера, у которого в принципе нормальный процессор, хорошие даки, аналоговые фильтры на каждый канал и аналоговые VCA на каждый голос. У этого монстрического девайса нет SCSI. То есть я вообще не понимаю, каким местом думал Дэйв Смит, когда эту штуку создавал. Но более кретинской конструкции представить себе невозможно. Сэмплер без SCSI. Более того, у него даже стандартный Sample Dump не поддерживается. Для него существует специальный протокол Sample Dump, который поддерживается программой Clarity. Для тех, кто не понял, протокол MIDI предназначен для передачи нот и передает данные со скоростью примерно 3500 байт в секунду. Этого вполне достаточно, чтобы играть на клавиатуре, но если с такой скоростью передавать сэмплы, оно вообще не годится, потому что сэмплы — это 44 тысячи раз в секунду, да еще и стерео, да еще и не байт, а 16-битных слов. Короче говоря, MIDI вообще не предназначено для передачи таких больших потоков данных. Безусловно, не предназначен. Честно говоря, вообще ни для чего не предназначен, если уж откровенно. По стандартному Sample Dump 1 минута звука около 40 минут идет. Вот так. Это, чтобы вам было понятно, с какой болью достигалось то, что делалось тогда, если у человека не было оборудования, стоящего $1, скажем так. Вся эта система, которая была выпущена тогда под Falcon, позволяла человеку, фактически за какие-то, достаточно умеренные деньги получить настоящую домашнюю цифровую студию не только записи, но еще и монтажа звука. То есть записать-то звук мы можем на ADAT, у нас будет 8 дорожек очень качественного цифрового звука. Но при помощи этой, например, коробочки, которую мы сейчас разбираем, этот звук могли бы ввести в наш Falcon. Таким образом увидеть эти дорожки, порезать эти дорожки, настрогать, барабанный луп, например. В общем, произвести массу манипуляций, которые сейчас, конечно, ни у кого не вызывают никакого, вообще никакой реакции, данность. А тогда это было очень круто, и подобные системы
Опять же, проприетарные, например, фирмы Fairlight стоили там под $100 000, например, MFX24. Интересно то, что здесь такая сопля феерическая висит просто. Вот здесь транзистор и резистор. Скорее всего, это либо в ключевом режиме транзистор используется, либо как какой-то буфер. Сопля такая, ну, совершенно безобразная, говорящая о том, что, блин, я забыл деталь поставить. Ох, какая прелесть. Мы здесь видим два латиса. Вряд ли это FPGA, это, скорее всего, логика, которая один раз программируется, и мы получаем некое хардверное устройство. Вот их здесь две штуки. Очень интересно, прямо очень. А вот это я даже не знаю, что это. Это в какой-то керамикой залитое нечто. Вот, Meder Electronic. И фирму такую вообще не знаю. Два сдвиговых регистра. Опять же, вот этот вот замечательный высокоскоростной преобразователь коаксиала в оптику. Да, ну и кварц. Кварц, кстати, насколько здесь у нас кварц? На 24,5 МГц. Ой, и, кстати, очень интересная вещь. Имя человека... Я не думаю, что это совпадение. Здесь написано Юрген Михелис. Я думаю, что это тот самый Юрген Михелис, который потом создал фирму Jomox. Одни из лучших драм-машин, собственно говоря. Конца 90-х и до сих пор делает чудесные совершенно устройства. Это создатель резонатора нейрониума. Второй разбор полетов у нас будет с Falcon Analog 8. Интерфейс, который подключается также на DSP-шную шину Falcon и дает нам 8 аналоговых выходов, небалансных, на RCA разъемах. Первое, что мне здесь бросается в глаза, это сопли. Видите? 3 какие-то сопли. Хитрый мотороловский регистр сдвига. Вот. И 4 очень высококачественных AD1866. Аналог-девайсовские даки. Ну, здесь, естественно, стоят буферы, как полагается на TLM74. На самом деле, сюда можно было, конечно, что-нибудь получше поставить. Мы здесь имеем 2 питания. 10-вольтовый это, скорее всего, для даков, я так думаю. Здесь виртуальная, наверное, земля создается, чтобы биполярное питание операционному усилителю обеспечить. Я вам скажу, как человек, который много всего разного слушал, всяких аудиоприборов и так далее, оно звучит просто прекрасно. Это устройство, ну, прям очень хорошо звучит. Если хорошо подумать и вспомнить, те, кто знает компьютеры того времени, ну, если мне кто-нибудь подскажет, какой компьютер в 92-м году мог бы, например, писать 8 дорожек и накладывать на них реалтаймовые эффекты и делать это с абсолютно студийным качеством, ну, я буду очень благодарен. Но я таких компьютеров не знаю, поэтому можно сказать, что Atari Falcon в этом отношении уникальная система, уникальная разработка. И, конечно, очень обидно, что Atari совершила несколько чудовищных ошибок в маркетинге и профукала весь рынок. А это просто 2 джойстик-порта. Все-таки Atari фирма игровая, и они это очень хорошо помнили, даже создавая вот такой, в принципе, сугубо профессиональный компьютер.